Друзья, всем привет! Сегодня 17 июля, и мы отправляемся в отпуск в Хорватию на полуостров Пелишац и приглашаем вас отправиться с нами в путешествие. Подъезжаем к хорватской границе. Проходим хорватскую границу, пробки практически нет, перед нами две машины. Надеемся, что пройдем ее буквально за 5 минут. При прохождении словенской границы таможенник нас спросил, сколько лет мы живем в Словении. Никакой русофобии, просто поинтересовался, нравится ли нам здесь. Прошли мы словенско-хорватскую границу очень быстро, буквально за 5 минут. Хорватские пограничники сверили наши виды на жительство с паспортами и с нами, поставили штампы в паспорта. Все очень быстро и доброжелательно. Сейчас уже движемся по Хорватии. Качество дорог здесь немного хуже, чем в Словении. Сразу по ним можно понять, что мы уже не в Словении. В Хорватии есть участки платной дороги. Вот мы сейчас как раз заезжаем на хорошую платную дорогу. В Словении, как вы знаете, не стоят шлагбаумы, не нужно вот так вот оплачивать отдельно дорогу. В Словении нужно покупать проездной, который называется винетка, и по нему уже ездить по любым дорогам. По всему маршруту встречаются термометры, которые показывают температуру. Вот сейчас 36 почти что градусов. Дизель в Хорватии не дешевый. 13,96. Кстати, культура вождения в Хорватии намного ниже, чем в Словении. Здесь очень часто встречаются водители, которые, желая вас обогнать, начинают вам мигать фарами. В Словении так практически никто никогда не делает. В Хорватии сейчас страшная засуха. И повсюду вспыхивают пожары. И сейчас мы проезжаем один такой участок, который охвачен дымом. Интересно, что в Хорватии у каждого туннеля свое собственное название, которое написано на самом туннеле при въезде. Вот еще один туннель под названием Коньско. Туннель Коньско. По пути мы попадаем в небольшую пробку, зато с прекрасным видом на море. По всей Европе стоят вот такие ветряные мельницы. Европа переходит на возобновляемый источник энергии. Смотрите, как красиво они выглядят на фоне облаков. Проехали мы примерно 400 километров платного пути, платной дороги. И сейчас будем оплачивать. Интересно, сколько получится. Появятся
сумма. Вот появилась уже 27 евро мы заплатили. Почему-то вывески все на хорватском языке, даже нету английского. In 400 meters, turn left toward Dalmatinska Ulica. Все, подъезжаем к парому. Осталось нам буквально минуту ехать. И будем искать оплату, пункт оплаты. Путь наш не близкий. Выехали мы из Любляны 10:30 дня и приехали до города Плочи только в 6 часов вечера. И вот сейчас еще покупаем билеты на паром, ждем парома и еще будем плыть до Пельешаца примерно где-то час. Очередь на паром просто огроменная. Я даже не знаю, сколько здесь, наверное, 100 машин. Прибывает наш паром. Видимо, на нем мы и поплывем. Правда, не представляю, как туда все машины поместятся. Билет на одну машину, на одну легковую машину стоит 37 евро. На самом деле, на полуостров Пельешац можно добраться также по суше, но только нужно ехать через Боснию. Мы решили через Боснию не ехать, а поехать на пароме. Скоро, вот буквально в этом месяце, до конца июля, должны открыть современный, новый, красивый мост. Мы надеялись как раз поехать по нему, но, к сожалению, открытие этого моста задерживается. Очень надеемся, что на обратном пути его уже откроют, и мы вам его покажем. Причаливаем мы к полуострову Пельешац. Смотрите, как здесь красиво. Какое-то строение, похожее на маяк, красного яркого цвета на фоне синего моря. Смотрите, как красиво. Очень красиво. Здесь мне больше нравится, чем там, где мы сели на паром в Плочи. Здесь уже ощущается такое курортное место, очень красивое. Уютные домики, пальмы, горы, очень тепло, прекрасная погода. Невероятно красиво.